Друзья, приветствую вас. Это обзор пары рубль-доллар и рубль-евро. Давайте посмотрим, что сейчас на текущий момент происходит. Так, ну вот у нас 71,5 все-таки он пробил. Вот. Но если как бы закрытие дня будет на 71,5 и ниже вот в этом диапазоне, то это будет говорить о том, что все-таки рубль перешел в другой коридор. То есть этот коридор на ближайшее время будет в диапазоне 72,7, 70,6. Вот здесь вот в этом диапазоне какое-то время он будет торговаться. Так, ну давайте посмотрим часовой таймфрейм. Так, ну вот часовой таймфрейм, здесь разворотной формации нету. Однако вот он сейчас пытается пробить 71,5. Если такой пробой сейчас произойдет, то следующая цель движения будет в район 70,6 вот сюда вот. На самом деле сегодня завершается сейчас скоро уже аукцион по размещению ОФЗ. И по факту закрытия этого аукциона вполне как бы здесь может быть разворотная формация и сформируется отскок, цель движения которого будет 72,4. Учитывая то, что по нефти позитивная динамика сейчас, в совокупности с тем, что есть спрос на рубли, размещение ОФЗ, вот, соответственно, это все толкает на 70,6. Вот здесь уже более существенно будет пробой диапазона 70,6. Если пробой 70,6 произойдет диапазона, то здесь уже состоится движение к уровню 68,5 и возможно 66. Пока вот этот диапазон не пробит от текущего значения до 70,6, то сохраняется возможность набора позиций и разворота. Сегодня заканчивается аукцион ОФЗ, на этой неделе истекает так называемый налоговый период, и все это ведет к тому, что в пятницу или на следующей неделе мы можем увидеть укрепление доллара против рубля. На текущий момент, если закрепляется 71,5 и ниже, это будет говорить о том, что, скорее всего, в ближайшее время мы не увидим доллар на 72,5-73 и выше. То есть, скорее всего, вот он как минимум останется в этом коридоре, может быть, пойдет еще ниже, то есть рубль будет укрепляться. Цель движения здесь может составить, ну, смотрели на более старших таймфреймах, в районе 68. Вот. Но пока, тем не менее, вот этот диапазон отсюда и до сюда не пробит на объеме, говорить о том, что рубль все, как бы он всех победил, я думаю, еще рано. То есть вот сейчас пробитие вот этого уровня, если он пробивается и закрывается сегодня по одним, тогда, скорее всего, завтра, да, мы еще до конца недели можем увидеть какое-то укрепление при учете того, что нефть сохранится на текущих значениях или продолжит свой рост. В том случае, если все-таки по нефти разовьется корректирующее движение, то мы как бы сразу увидим, как он возвращается на уровень 72,5-73, вот сюда, вот в этот диапазон. Так, но по евро здесь ситуация аналогичная, только она более сильная, увы и ах. Но здесь пробитие 78,7, сейчас вот уже достаточно энергично движется, и здесь вот при закреплении ниже 79 закрытий высока вероятность того, что завтра мы уже увидим движение на 77,2 вот сюда, вот в этот диапазон. Так, ну вот сейчас евро пытается закрепиться и отскочить. Если 78,4 отсюда уже не будет пробито сегодня, то высока вероятность того, что здесь после набора позиций мы увидим движение вверх, и цель движения будет 79,2. То есть здесь вот определенная цель сформировалась, и вот сюда вот на это значение вполне евро может сходить в ближайшее время. В том случае, если все-таки увидим пробой вот этого значения, то развивается движение вниз, и здесь уже как бы рубль будет побеждать и евро, и доллар одновременно или по очереди, как угодно. Так, вот я сейчас хотел такой момент с вами обсудить. Вот смотрите, у нас планировалось голосование по Конституции до 22 апреля текущего года, ну по так называемым поправкам Конституции. 22 апреля эти голосования не состоялись. Почему?
по причине пандемии. Из-за пандемии были вынуждены перенести на неопределенный срок. Однако, насколько я понимаю, вот этот вопрос, он очень гложет текущее руководство страны, которое желает закрыть его, провести опрос, который подтвердит легитимность проведенных изменений. Как известно вам, 22 апреля – это день рождения Владимира Ильича Ленина. И, насколько я понимаю текущую тенденцию и мистификацию, есть определенное устремление и желание провести данное голосование в дату, которая оказывает историческое влияние на Россию, на Российскую Федерацию. Поскольку 22 апреля это не удалось сделать, день рождения Ленина, типа там что-то заново родилось и началось развиваться, то ближайшая дата, которая сейчас вполне как бы рисуется на горизонте, это 24 июня. 24 июня был парад советской армии на Красной площади в честь победы над германским фашизмом. Вот. Поэтому есть большое желание провести вот это голосование, так называемое, 24 июня. Почему я вот этот вопрос сейчас поднял? Он, с моей точки зрения, играет достаточно существенную роль в части влияния на курсы рубля к доллару и евро, потому что до данной даты, скорее всего, не будет никаких резких шагов предприниматься в части ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро. И, соответственно, то есть вот пока это событие не произошло, вполне может продолжиться укрепление рубля и нахождение рубля по отношению к доллару и евро на достаточно, скажем так, более или менее приемлемых уровней для промышленности и населения в текущих реалиях и не очень удобных для бюджета и для компаний, которые экспортируют сырье из Российской Федерации. Как только происходит это событие, высока вероятность того, что рубль будет отпущен, и мы будем наблюдать ослабление курса рубля как к доллару, так и к евро. Если это происходит 24 июня, то уже достаточно высока вероятность, что в июле мы увидим существенные колебания рубля по отношению к валютным парам, как доллара, так и евро. Если это не происходит 24 июня, а происходит позже, то тогда, когда это произойдет, если нефть, конечно, не вернется на 60-70 долларов за баррель, то мы увидим все равно какое-то колебание в части ослабления рубля к доллару и евро. Это как бы связано со структурой экономики, здесь никакого Армагеддона нету. Я бы даже сказал так, что с учетом того, как зависит от импорта товаров с прибавленной стоимостью текущая российская экономика, было бы чудом, если бы при таких ценах на нефть рубль долгое время удерживался даже на текущих значениях. То есть там сколько? 72, 73, ну может быть 69 рублей, 68 рублей за доллар. То есть при таких ценах на нефть в 2016 году, в январе, когда на 27 обвалилась, стоимость доллара была 80 или 82 рубля за доллар. Вот, поэтому движение как минимум на 82 при текущих ценах на нефть, я думаю, оно неизбежно. Вот, то есть здесь единственный какой момент может быть, это либо рост цен на нефть на 50, 60, лучше 70 долларов за баррель, либо катастрофическое до нуля падение импорта. Катастрофическое до нуля падение импорта, оно приведет к очень существенному снижению уровня жизни в стране, поскольку страна завязана на всей продукции с высокой прибавочной стоимостью, практически всей. Это там начиная от каких-нибудь радиолокаторов и сотовых телефонов и заканчивая обычной качественной сметаной и маслом, которое импортируется из Литвы и Белоруссии. Потому что качество этих продуктов, оно, в общем-то, лучше, чем аналогичных российских, которые производятся здесь. И добавок в них химических меньше, кстати. Так, в связи с этим хотел вам показать календарик иных важных событий, которые были
в истории Российской Федерации. И если вот это мероприятие перенесут, не проведут 24 июня, тогда как бы оно может быть перенесено на следующие даты, которые сейчас я покажу. Но вот смотрите, если 24 июня, которая действительно знаковая дата, и это действительно было величайшее событие в истории страны, если 24 июня не проведут данное мероприятие, а после данного мероприятия высока вероятность, если не девальвации, то существенного снижения курса рубля к доллару и евро, то следующая дата, которая скорее всего может быть актуальна для этого вопроса, это либо 28 июля, День Крещения Руси, так называемый праздник. Вот. И следующая дата, конечно, она очень спорная. Это 3 сентября, День солидарности в борьбе с терроризмом. Но, сами понимаете, на 7 ноября тут как бы и времени нет, чтобы откладывать до 7 ноября, это раз. Потом как бы 7 ноября или там 4 ноября, они как бы эти праздники не коррелируют немножко с темой данного голосования так называемого. Поэтому, с моей точки зрения, наиболее вероятные даты, когда это может произойти, исходя из той информации, которая у меня есть, это либо 24 июня, либо, если что-то здесь пойдет не так и этого не произойдет, это, наверное, будет 28 июля, День Крещения Руси. Ну, потому что как бы в День партизанов и подпольщиков, наверное, такое мероприятие ставить не будут. 1 августа, День памяти российских воинов, погибших в Первой мировой войне, наверное, тоже как бы не особо такое значимое событие. 3 сентября здесь, в общем-то, это достаточно такой тяжелый день, и, наверное, никто не захочет данное мероприятие связывать с этим днем, потому что это был Беслан и так далее и тому подобное. Вот. Ну а 7 ноября, как бы совсем не благоволит подобному голосованию, с моей точки зрения. 4 ноября это такой праздник, который был введен для того, чтобы замять 7 ноября. Поэтому я думаю, если это голосование произойдет, оно будет либо 24 июня, либо 28 июля в День Крещения Руси. По моему мнению, после того, как это событие произойдет, если не будет астрономического отскока цен на нефть, в моем понимании это устойчивая торговля в диапазоне хотя бы 45-50 и выше долларов за баррель по Бренту, и без особо сильного дисконта по Уралсу, то вот если такого события не происходит, по факту вот этого голосования либо в эту дату, либо в эту дату, мы можем увидеть ослабление курса рубля к доллару и евро. И то, что сейчас происходит, вот это вот движение, оно происходит в силу того, что нужны рубли по ряду причин. Это и ОФЗ, это и дивиденды, которые будет платить Норильский никель и Новатэк. Вроде как там нужно в течение месяца или 2 менять валюту на рубли. Это, скажем так, более или менее после 24 долларов за баррель комфортные цены на нефть. Вот, когда хоть как-то наши нефтяники сводят концы с концами, потому что 25 долларов точка безубыточности. Текущая цена Brent 35,6, Уралс тоже где-то в районе 35-34,5. Вот, и поэтому такая стоимость доллара и евро не позволяет завозить необходимые компоненты. И поэтому надо либо сжигать так называемый фонд национального благосостояния, непонятно насколько его хватит, либо как-то резать косты. В данном случае резать косты – это снижать стоимость национальной валюты. Все, друзья, спасибо за внимание. До свидания.